Так, для нашей корзины нам нужна крышечка. Крышку я буду плести по выкройке. Думаю, это та же самая выкройка из бумажки, по которой мне муж вырезал фанеру. Я изначально показывала, что это за выкройка. Вот ее же я и беру. Нам нужен тот же самый диаметр, как и донышко нашего короба. Значит, я запланировала внутри очень красивую такую узор такой, как снежиночка внутри будет. Для этого я расчертила на нашей выкройке, значит, на 6 частей. Сперва расчертила я круг равными, ну, высчитала. И еще вот здесь вот я отступила тоже от центра сюда по 10 сантиметров и от вот этой точки к этой точке по 3 сантиметра. Потом я проверила, что эта точка у меня с центром была тоже 10 сантиметров. И эти точки я поставила между ними, между вот этими линиями по 2. И так я расчертила всю заготовочку. Так, сейчас я покажу, что мы дальше будем с этим делать, как и что. Но прежде я хочу показать, я буду заготовку устанавливать, свою выкройку на теплоизолирующий пенопласт. У меня 2 сантиметра или пенополистирол. Я прям погуглила, чтобы вам правильно сказать. Вот он у меня толщиной 2 сантиметра. Я на него буду устанавливать свою выкройку и булавочками буду фиксировать, везде буду фиксировать. Мне будет очень удобно. Сейчас все увидите. Вот для того, чтобы сделать красивую серединочку, мне нужно в мои трубочки вставить вот такую вот проволоку. Она где-то, наверное, меньше миллиметра толщиной. Вырезаю я кусочки проволоки немного длиннее, нежели моя трубочка. Вот смотрите, ну, на пару сантиметров с каждого края. И там, где скрутка, я каждую проволочку вставила. Вот смотрите, вставила я проволочку. Вот она. Сейчас еще одну покажу. Ну, для серединочки мне нужно 18 штучек. 18 я вставлю в 18 трубочек. Я вставляю. Надо такую, что еще. Я с морозилки беру трубочки. Вот еще, которая не мягкая. В нее лучше в мерзлую или же в сухую. Но мне нужны мягкие трубочки. Поэтому прям с морозилки я взяла вот трубочки и в них вставляю. Вот, и так я 18 трубочек наполняю проволокой. Вставила. Вот они нормально себе входят. У меня мои рабочие трубочки накручены на спицу 1,2, поэтому вот это вот миллиметровая, даже она меньше, чем миллиметр, это проволока, ну, она нормально входит. Вот, и так сделать надо 18 трубочек. Так, беру я свои трубочки, в которые я вставила предварительно леску. Беру по 2. Значит, сперва мы установим вот эти точки, которые вот у нас расчерчено на 6 равных частей. Вот так вот. Вот эти мы установим. Значит, устанавливаем их. По 2 стоечки. Вот так и вот так. Немножко я в центре примну, чтобы не так это все было потом такой гулькой, чтобы не было. Более такой был здесь мягкий такой изгиб.
Так, и вот эту тоже. И все это я на вот этой вот форме, ну, на выкройке своей буду выставлять. И внизу у меня вот этот вот пенопласт, который я вам назвала. Так, все, вот так вот установили. Так, теперь берем мы следующие две пары. И еще от центра, вот здесь вот по биссектрисе я вот эти вот углы поделила, вот по 3 сантиметра от края я еще вот поделала капочки. Так, смотрим, берем булавочку, устанавливаем ее вот здесь вот. И эту еще берем булавочку и вот здесь устанавливаем. Так, устанавливаем вот эти теперь трубочки. Вот таким образом, смотрите, вот. Так, примерно я их смотрю, что посередине были. И там, где у меня 3 сантиметра, вот это вот здесь вот ставлю эту булавочку. Все, у меня вот эти вот зафиксированные трубочки. Вот они у меня лежат. Так, пока что я еще здесь. Следующие беру 2 трубочки. Точно так же ставлю я вот здесь вот булавочку. Затем ставлю за это здесь булавочку. Беру одну в руки булавочку. Устанавливаю следующую пару вот сюда. Вот так. Ее немножечко придавливаю к центру. Ну как придавливаю, делаю ее в мягкую дугу. Вот. И там, где 3 сантиметра у меня, там, где 3 сантиметра, я устанавливаю эту булавочку. Вот. Таким образом у меня закрепились они все со всех сторон. И вот мягко лежат. Так, следующую устанавливаем. Сюда и сюда. Все точно так же. Булавочку в руки беру, прогибаю аккуратненько. И вот в этом месте, где 3 сантиметра, вот оно, я ее фиксирую. Ну, можно и вот эти вот зафиксировать булавочками, чтобы они никуда не двигались пока что. Вот эти вот стойки лучше рядышком. Видите, как в пенопласте оно хорошо все фиксируется. Ну, я себе могу зафиксировать строго, все у меня будет по форме. Так, вот эти тоже зафиксировать стойки, пока еще все бегает. Так, сюда. Обычные швейные булавки. Так, и эти. Так, следующую берем пару. Трубочки, значит, у меня мягкие, не сухие. Они у меня ночью отлежались в морозилке. Я уже говорила, что я в мерзлые вставляю сразу, только с морозилки я вставляю проволоку, иначе она будет мокрая внутри, и проволока изнутри ее будет рвать и не даст вам вставить ее. Так, следующую вот здесь булавочка у меня, вот сюда. Вот. И вот здесь. Все устанавливаем. Так, эту поправим сюда. И сюда. Это надо было сразу зафиксировать. Вот. Так, вот так вот. Все, вставляем сюда булавку. Все, пока они мокрые, они у меня послушные. Следующую вставляем. Сюда. Ой, 2 взяла.
Так, вот она сюда. И вот в это место. В общем, во все мы вставляем. Так, эту надо под низ, чтобы пошла. А это наверх. Так, так. Все, выставляем. Так, есть. И еще одну дугу мне надо оставить. Так, все поправим. Эти я еще выставлю. Вот так вот. В общем, все стоечки надо нам пока что зафиксировать. Все стоечки. Так. Смотрим по линиям, чтобы это все у нас совпало по линиям. Еще берем одну. Нам нужно еще одну вставить. Вот сюда булавочка и сюда. Двойную. Так, и эту приподнимем. Она должна идти, переплетаясь, вверх-вниз. Все на место установить. Это сюда. Это сюда. Все, прогибаем ее. Пока она мягкая, она у меня прогибается. Сюда устанавливаем в центр булавочку. Все. Все, у нас получился красивый узор. Сейчас мы его будем оплетать. Оплетать, и эти все у нас вот эти вот дуги, вот эти вот, они у нас за стоечки пойдут. Будут служить стоечками. Проволока для крепости нам нужна. Вот так. Все, сейчас будем оплетать. Так, все я проверила. Все стоечки. И теперь я их начинаю оплетать. Оплетать я буду вот здесь вот. Это получается от центра 10 сантиметров везде. Так, беру я. Оплетать я буду веревочкой из двух. Прямой веревочкой. Соединяю я 2 трубочки. Ну, как обычно. В петелечку их загинаю. Загинаю их в петелечку. И начинаем вот с любого места оплетать. С любого места. Так, первый ряд у нас, конечно, будет немножко сложно его оплетать. И параллельно я буду снимать все-таки булавочки. По ним мне неудобно будет плести. Так, устанавливаем. И там, где у нас булавочки и входили, это были меточки 10 сантиметров. Вот там мы и начинаем оплетание. И одновременно вынимаем булавочки. Так, все, веревочка из двух. И устанавливаем строго вот по линиям, по точечкам наши эти стоечки. Вот так, веревочка из двух. Следующую убираем булавки. Выставляем булавочки. Ой, наши стоечки ровно. Так, здесь наращивание за стойкой. Я уже промазала себе заранее несколько рабочих трубочек клеем, чтобы ускорить это все. Все. Убираем булавочки. Оплетаем веревочку.
Так, здесь тоже уже наращивание. Все аккуратненько. Так, где мои? Вот они, 10 сантиметров сюда. Поворачиваем. У меня внизу под этим пенопластом установлен круг здоровья. И мне удобно на нем крутить мое изделие. По часовой стрелке я плету. Вращать, вернее, крутить, вращать. Так, плетем. Сейчас они у меня пока что вылетают. Цепляю я их немного за лески. Ну, после первого ряда они, конечно, у меня все на местах останутся. Первый ряд такой. Так, где же 10 сантиметров будут меточки? Главное по меточкам плести. Тогда все будет ровно. Так, тоже уже наращивание. И эту тоже уже наращиваю. Все поправляю. Наращивание. Так, за стоечкой. И это за стоечкой. Я сейчас две сразу наращивать буду. Вкручиваем. Так, снимаем эти булавочки. Стоечка немного удлинена. Можно пока ее поправить. Вот так. Все, доплетаем мы наш ряд. И еще теперь нужно еще один ряд проплести. Следом мы его проплетаем. Вот так вот я здесь накрою, чтобы не очень было видно наш первый ряд. Все, проплетаем еще один ряд прямой веревочкой. Так, проплетайте его самостоятельно. Так, смотрим, я проплела веревочкой из двух прямой 3 круга. И теперь мне нужно нарастить стойки. Стоечки, которые
у нас идет где скрутка, я наращивание методом вкручивания. Вот вкручиваю, сейчас я покажу. А те, которые у меня там, где широкий край, я буду наращивать методом подставляния. Ну, в общем, я вам покажу потом в процессе, когда дойду до этого края. Но вот сейчас момент, мне нужно нарастить там, где скрутка. У нас внутри находится проволока. И чтобы не кусать по проволоке своими кусачками, не тупить их, или же секаторами. В общем, смотрите, как я поступаю. Я беру трубочку, которую мне нужно вот эту скрутку нарастить. За другую сторону я вытаскиваю проволочку. Вот, смотрите, я ее вытаскиваю. Дошла до краюшка. Вижу, что у меня все, уже я ее не буду видеть. С этой стороны я ставлю пальчик на край и тяну. Мне нужно достать, допустим, вот здесь, вот чтобы полово было, вот я смотрю, 3 сантиметра, да, 3,5 зрителя. Вот здесь вот я и наблюдаю, так тяну, и такое же количество я смотрю, чтобы я примерно проволоки достала. Тогда я уверена, что здесь вот не будет ее, когда я кусачками или же секаторами своими буду отрезать. Вот, смотрите, я отрезала. И теперь методом вкручивания в широкий край я капаю клеюшек. Методом вкручивания я ее наращиваю. Все. Так, смотрите, устанавливаю согласно нашей форме. Вот, и на уголочек я срезаю, не попал в кадр уголочек, вот я срезаю вот так вот. Эти у меня пойдут на вторую сторону, на широкий край подставлять буду. А здесь уже достаточно мне. Достаточно длины. Ну, больше мне трубочка длиной не нужна. Она мне только мешаться будет. Итак, я все, которые с круткой, сейчас стоечки наращу. Я еще скотчем, малярным скотчем закрепила на форме наше плетение, чтобы выдерживать по нарисованным линиям, все-таки, чтобы это все было ровненько, четко выглядело, все, чтобы ровно слило. Так, я подошла к тому моменту, где я могу вам показать, как я подставляю стоечки. Те стоечки, где скрутка, я подрезала вровень с трубочкой леску и везде. И трубочки, которые сейчас будут стойками, тоже на уголочек у меня подрезана сама трубочка. Смотрим, значит, как я буду подставлять. Вот у меня уже где-то сантиметр, вот так вот где-то уже моя стоечка. И я вот каждую стойку, где вот такое вот уже расстояние, буду подставлять. Значит, вот сейчас я буду подставлять только одну стоечку. Вот эту вот, которая покороче. Вот и вот так. Просто подставляю. Сейчас я вот этот закреплю момент. Вот. Я ее, смотрите, просто поставила. Немножечко придавила и накрыла. Все. Уже в следующем ряду я точно так же подставлю в следующую стоечку. Где-то вот сантиметр остается, и я подставляю. Здесь еще тоже рано. Вот, и каждую стоечку я вот таким образом наращу, просто подставляя. В плетении это все не будет видно. И за счет того, что под углом я отрезаю не ровненько, а под углом, и вот так вот я приплюснула, и вот это вот к трубочке я приложила и обплела. Все, также я поступлю со всеми стоечками. Так, сейчас у меня проплетено 5 рядов. Я, наверное, еще пару рядов проплету. И потом еще я посередине еще по одной добавлю стоечки. Так, я проплела 12 рядов веревочкой из 2. Теперь здесь большое уже расстояние. Мне нужно еще добавить между стоечками еще стоечки. Значит, эти я уже стоечки обрезаю не под углом, а вровень.
Вот они, обрезанные вровень, сухие стоечки. И ложу, смотрите, тоже я буду подставлять ни в какой ни нахлёст, ни под низ, никуда. Просто я их ставлю вровень с плетением. И, как обычно, я их оплету. Вот так вот. Первый ряд будет все, конечно, у меня здесь такое живенькое. Но второй и третий ряд его закрепит. Но мне нравится это наращивание. Его не видно будет ни с той, ни с этой стороны. Ни с изнаночки, ни с лица. И все. Вот так вот я подставлю между своими стоечками. Везде стойки. И еще вот так вот. Уплетаю. Строго посерединке выдерживаю. Так, здесь надо уже нарастить. Ну вот, смотрите, что у меня будет получаться. Вот. И так везде я добавлю еще по одной посередине стоечки. Все делаем самостоятельно. Так, мне осталось проплести еще где-то до края 2,5 сантиметра. И я планирую сейчас еще добавить еще одну трубочку и проплести веревочкой из 3 трубочек, прямую веревочку, еще 3 ряда. Я проплела 3 ряда моих запланированных веревочки из 3, закрыла ее веревочку и обрезала лишние наши стойки, лишние все обрезала. Но предварительно это все я проверяла по форме. Значит, затем мне нужно сделать загибку. Я на такой круглой, на таком круглом изделии мне надо будет, поворачивать неудобно будет. Я вставила стоечки только в половине изделия. Сейчас вы все поймете. Так, вставляла стоечки, я уже показывала, как я вставляю стоечки. Сделала шилом кармашек с каждой левой стороны. Капнула туда немножечко клея ПВА и вставила стоечку. Но я вставляю, видите, вот моя веревочка из 3. Я не сильно толкаю, чтобы не вышла она там. За веревочкой из 3 хорошо так прячутся стоечки. И теперь я покажу вам, как я делаю загибку. Так, смотрим. Первая моя стоечка. Легенький залом и сюда вывожу. Вторая моя стоечка. Легенький залом, вывожу. И третья моя стоечка, легенький залом, вывожу. Теперь я беру крайнюю левую и вывожу за, вот одна стоечка у меня осталась стоять, вторая, за вторую вывожу. Здесь можно вначале подставить трубочку, чтобы было место для закрытия. Так, вот, смотрите, раз. И за ней вставили. И обрезаем. Обрезаем буквально так вот, чтобы накрыла она стоечки. Все, приминаю. Теперь я беру вот эту стоечку, которая у нас первая слева, и накрываю ее. Ну как накрываю? Смотрите, я ложу рядышком. Все, теперь беру, так, это у меня, вот это теперь, это не стоечка, это у нас, я ее выму все-таки, чтобы она не мешалась, потом я вам покажу, как мы соединяем. Так, берем крайнюю левую, и вот одна стоечка у нас установлена за вторую я ее вот так вот завожу и отсекаю лишнее. Вот эту стоечку я укладываю рядышком. Вот смотрите, рядышком я уложила. Теперь беру крайнюю вот эту левую стоечку
Вот одна, ну, крайнюю рабочую трубочку. Одна, вторая стоечка, за вторую стоечку завела. Опять же лишнее отсекаем. Стоечкой накрываем. Вот смотрите, у меня как все закрывается теперь. Берем эту левую свободную, закрываем. Так поверну, еще раз покажу. И лишнее отрезаем. Стоечкой накрываем рядышком. Все, теперь берем нашу левую трубочку рабочую, одна, вторая стоечка, за вторую заводим мягенько. Вот смотрите, вот этой вот левой я накрываю наш пенечек и хвостик. И получается у меня нет, нигде не видно никаких вот пеньков. Обрезаем. Берем левую стоечку и заводим за нее. И так по кругу делаем. Все, пошли. За стоечкой. И стоечкой накрываем. Первой. Теперь крайняя левая рабочая за стоечку. Заводим перед одной, за стоечку вторую. Заводим. Почему я нарастила половину трубочек, стоечек? Потому что мне неудобно, вот смотрите, я вот держу вверх, да, это, а тут же у меня, если будет нарощено, то все поломается. Вот сейчас я вот здесь вот поработаю, дойду до места, где у меня уже нет стоечек нарощенных, и наращу половину как раз. Так, здесь я не обрезала, обрезаю. Не на нее ложу, а рядышком завожу, потому что у нас же здесь с этой стороны, с изнанки тоже, чтобы же не было видно надо. Если, смотрите, я положу вот то будет с этой стороны некрасивый хвостик. Вот. Поэтому я обрезанный хвостик вот с той стороны покрываю. Так вот, все. Дальше обрезаем. Красивая загибка получается, я ее люблю. Пользуюсь часто этой загибкой. Вот в крышечке она вообще хороша, со всех сторон закроется, пенечечки, хвостики, все, и не будет видно. Так, сейчас здесь я уже еще одну сделаю вот так вот и буду наращивать дальше половину своих стоечек. Можно даже не закрывать. А вот еще здесь наращу. И потом покажу вам, включусь, как соединю я загибку. Подошла я к началу ряда. Вот мы начинали. И, ну вот же завершаем теперь этот ряд. Так, все по узору смотрим. Обрезала я предварительно. Теперь накрыла, оставила. Беру
по узору крайнюю левую. Вот это была бы стоечка, я должна за нее завести и подрезать. Подрезаем, оставляем ее там и накрываем стоечкой. Выводим. Все расправляем. Берем левую, заводим за 2 стоечки вот сюда. Сперва туда выведем. Можно сразу подрезать и сюда вывести. Беру круглогубцы. Хотя она и так вывелась. Все. Этой стоечкой я как бы накрою. Немножечко еще можно подрезать, чтобы не выглядывал хвостик. Берем эту за 2 стоечки. Вот здесь она должна выйти. Можно сейчас уже подрезать. Будет легче с коротким хвостиком управляться. Отодвигаем. Помогаем себе шилом или спицей толстой. Вот смотрите, я за вот эту вот должна заправить ее сюда, вывести. Вот она туда улеглась. Все расправила. И последнюю нашу то же самое. Сюда. И вот за эту стойку она внутри там должна выйти. Сразу я ее подрежу. Мне удобнее это с той стороны делать. Но я так как вам снимаю, не могу развернуть изделие, чтобы вам же видно было хочу. Так, можно чуть-чуть еще подрезать. Я вижу, что будет много. Вот так. Спицы немножечко я отодвину и заправлю хвостик туда. Вот видите, он перед той стоечкой пошел внутрь. Все спряталось. Сейчас я вам изнанку покажу. Видите, все ушло, все хвостики спрятались. И срез выглядит очень красиво. Это будет край нашей крышки. Вот. Все потом проверю я. И вы тоже проверьте, чтобы все ровно было по выкройке. Так, и это вот лицо. Это вот внутренняя часть, изнаночка. Мне нужно будет для того, чтобы крышка закрывалась, села хорошо на нашу корзиночку, еще сделать бортики. Я отступаю. Значит, это у нас закрытие. Идет закрытие. Раз, два, три. И вот сюда я буду вставлять стоечки. Я буду аккуратненько поддевать шилом и вставлять туда будут стоечки. Вот туда вот так вот я поставляю. Вот, и потом покажу. Вставила я все стоечки с изнанки, отступая 3 ряда. Вот как это теперь выглядит. Не глубоко, буквально на 3 ряда их и вставила. И подогнула вверх. Это у меня изнаночная сторона, напомню. Это я плету бортик по одной стоечке. Я уже начала самостоятельно плести веревочку из 2. Сейчас я вам просто покажу. Немного вот так вот я завожу чуть-чуть стоечки вовнутрь, чтобы они не строго вот так вот 90 градусов угол был у них к столу, к плетению, а немножечко вовнутрь, чтобы они западали. Вот, и так мне нужно проплести, сколько там, я не знаю, сейчас скажу вам, линеечку возьму. Так, примерно 3,5 сантиметра я проплету и закрою. Закрою плетение и все. Вот немного угол, смотрите, как должен быть. Вот так вот, немножечко вовнутрь он должен западать, немного. Вот это вот 90 градусов. Мне надо немножко вовнутрь. Все, и закрою.
только тогда это не грунтованное у меня изделие. И я оплетаю сейчас мягонькое изделие. Иначе трубочки вот туда, стоечки, когда я заводила, мне бы было вообще очень сложно. Вот. Оплетаем. И так по кругу я проплету 3,5 сантиметра и закрою. Моя крышка готова. Я сплела, как и говорила, 3,5 сантиметра. Высотой ее закрыла самостоятельно. Вот она, изнаночка ее, ну, внутренняя сторона. Вот она села у меня на мой короб, корзиночку мою. Я ее уже прогрунтовала, и все, ей осталось только вскрытие лаком. Крышечка сплетена, лаком скрыта. Проверила я ее, у меня она легла, смотрите, со всех сторон одинаково. Все на корзиночке лежит одинаково. Все, корзина собрана. Теперь осталось только сшить чехол. Цвет вы выбираете сами, какой вам нравится. Вкратце расскажу. Значит, кругленькая донышко. Это я по выкройке делала, как вот фанера вырезана. Высота до края, плюс сколько вы хотите на подворот. И измеряйте ширину внутреннего цилиндра этого по верху, не по внутренней стороне. Вот, смотрите, не по внутренней стороне, а вот по вот этой стороне. Она, естественно, будет больше. Ну, для того, чтобы вот здесь вот у вас внахлёст легла, чехольчик лег. И кружевом себе каким вы хотите или не хотите вы кружево, это уже на ваш выбор. Вот все, смотрите, какая получилась у меня корзинка. Можно использовать не только для игрушек, это уже на ваши нужды. Что вам нужно? Так, буду стараться еще снимать для вас видео.